Всем привет! Сегодня понедельник, и как всегда рассказываю вам новости за прошедшие 7 дней. Много интересного было, много чего интересного не было, но в основном такие новости, если честно, скучноватые. Есть парочку годных новостей по типу коллабораций Трэвиса Скотта и Джордан Бренда, новых работ Вирджила Абло и Nike, но об этом всем расскажу вам в выпуске новостей. А пока не забывай про полезные ссылочки, такие как мой инстаграм, группа Бай со скидками, которая растет просто благодаря вам не по дням, а по часам, и это круто. Ну и давайте переходить к новостям, чего откладывать. А начнем эту неделю с того, что пошли слухи. В 2022 году дропнутся еще две расцветки коллабораций Travis Scott и Air Jordan 1 Low. Неизвестно, какие точно они будут, вот просто сделали старую расцветку ЧБ и сказали, что ждите еще две. Ну мы и ждем. Прошли слухи, что Supreme сделают коллаборацию с Tiffany. Если честно, этот сезон у них прям пахнет говной. Ну я не знаю. По крайней мере, коллаборация с Трэшером чисто для себя была хороша. А это фотографии зеленой расцветки, коллаборации с Эйлих Бэмбри и Крокс. Вроде как в единственном экземпляре на весь мир, поэтому вы их на полках магазинов не увидите. Стало известно, что Nike Air Force One Go to the Extra Smile получит взрослую размерную сетку. Если вы не знали, то до этого говорили только про подростковые размеры. Вот сейчас вот говорят и про взрослые. Лично мне заходит эта расцветка. Первый взгляд на Air Jordan 1 элемент Gore-Tex в расцветке Light Bone. Все-таки пара хорошо удалась. Детальные фотографии Nike Air Force One Lux Light Bone. Ждем на сайте в ближайшее время, но без каких-либо конкретных дат релиза. Также ожидаем предстоящую коллаборацию Balenciaga и Fortnite. Да, это именно тот хай-фэшн, который мы заслужили. Еще и с ценниками в России малоприятными. Ну и, конечно же, вопрос, когда будет коллаборация с Бравл Stars, будет интересно. Новые Easy 700 в расцветке Wash Orange, и вкус Orange этой подошвы у меня до сих пор во рту содержится, сидя со своими синими 700-ми. Релиз запланирован на октябрь, и пишите, как вы считаете, вообще удачно или неудачно. Ну а в октябре планируется релиз Nike SB Dunk Low в расцветке Муми. Хочется сказать маме, но явно это не мама, а скорее мумия. В общем-то классные, особенно то, что они светятся в темноте. Билли Айлиш опубликовала фотографии в своих же Air Jordan 1 KO и Air Jordan 1, точнее 15. Да, вот так вот. В инстаграме она их засветила, релиз в ближайшее время. Точную дату, по-моему, в октябре. Ну а 7 октября состоится релиз Air Jordan 5 Women's Blue Bird. Похоже на те же самые University Blue немножечко. В общем-то, неплохие. И почему опять Women's? Я не понимаю, что за ущемление men's сайзов. Это просто беспредел. Возможно, ты еще не подписан на мою группу Buy. Сейчас я перечислю несколько причин, почему лучше это сделать. Во-первых, кроссовки на скидках бывает больше 50%, а иногда прям за сущие копейки. Много одежды не только к учебе, но и в принципе повседневные брючки, кофточки, куртки и все по доступным ценам, прям реально со сладкими скидками. Посты выходят постоянно и регулярно ВКонтакте и в Телеграм-канале, лучше я буду постить себе в Инстаграм. Ну и конечно же огромное обновление для меня и для моих подписчиков — это то, что начинаю постить рафлы. Теперь вы сможете не только экономить, но еще и, возможно, зарабатывать с помощью группы Buy скидки. Залетать на рафлы, брать какие-то кроссовки, а потом перепродавать их в плюс, и получается закупаться скидочными кроссовками в той же самой группе практически бесплатно, если ваша сделка пройдет в большой плюс. Поэтому не тяни, подписывайся, там уже больше 160 тысяч подписчиков, ну и, конечно же, проявляй активность, чтобы ВКонтакте рекомендовал эти записи большему количеству людей. Надеюсь, ты понял все плюсы подписки на группу Buy, и, конечно же, продолжай просмотр выпуска новостей. Первый взгляд на Air Jordan 6 Low, опять же GS в расцветке атмосфер. Вот пока такие фиговые фотографии нам показали, и это все, что есть, но релиз запланирован на 3 января следующего года. Off-White и Air Jordan 2 Low получат новые боксы. И, кстати, напомню, что релиз обещают 12 ноября. Боксики, в принципе, симпатичные, но сами кроссовки я бы хотел себе еще больше, чем коробку. Надеюсь, получится взять. В основном, пока в планах, для себя покупочка. В ближайшее время нас ожидает релиз Adidas Forum Low в расцветке Linen. Изменили не только расцветку, но и саму систему шнуровки для этой модели. Весной запланирован релиз Off-White и Nike, но уже на парах Air Force One Mid. Белая и черная расцветка, пока показывали макеты, теперь показали вроде как какие-то официальные макеты.
что-то подобное, вот, ну, ни рыба, ни мясо ждем. В общем-то, просто ждем. Да, это коллаборация Supreme. И ёб твою мать, почему за 24 тысячи долларов? Вот только с этим коллаборацию я вижу. Брать однозначно стоит, писать, пердеть в такой кровати не советовал бы. Ритейл, наверное, сразу же пойдет вниз. На прошлой неделе на сопле состоялся релиз Easy Night Runner. Так грустно говорю, потому что только на сопле и в России его не было. Ну и, конечно же, смешные кастомы нам уже подвезли, и детальные фотографии подвезли также. В общем-то, годнота, в принципе, за ритейл себе было бы урвать классно. 7 октября состоится релиз коллаборации Claude, Sakai, Nike, LD Waffle, Kiss of Death 2. Claude и Sakai и Nike, ну, в принципе, неудачная коллаборация, поэтому за ритейл, скорее всего, реселятся и будут. Ну а 25 сентября должен был состояться релиз Monster Adidas Forum Low расцветка Джордж Сандерсон. Не знаю, где он состоялся и состоялся ли вовсе, но выглядит достаточно интересно, как для пары Adidas Forum Low. Новая расцветка Nike в коллаборации с Дрейком, то есть с Nocta, пара Hot Step Tear Era. Никакой точной даты релиза нету, просто ждем. Вот такая вот черно-желтая расцветочка. Ну такая, мне кажется, не очень интересная пара. Конечно же, зацените фотографии Vans Skate High в расцветке Фредди Крюгер. Релиз запланирован в октябре, и думаю, ни для кого не сюрприз, что скорее всего будет на Хэллоуин. И мои мольбы, видимо, были услышаны, потому что в ближайшее время состоится релиз Adidas Ozrach. Без каких-либо коллабораций это будут просто дефолтные расцветки, и мне кажется то, что именно Ozrach напихает за щеку вот этой вот паре, ссылочку прикрепляю в угол, чтобы вы могли посмотреть. Обзорчик вот такой вот интересный, да. Также неопределенный день, но ждем. Просто ждем New Balance MT580 на Gore-Tex. Выглядит достаточно, ну, интересно и в то же время неинтересно. Интересно, если зарубежный ритейл, неинтересно, если ритейл в России. Конечно же, подвезли фотографии Nike Air Force One Purple Skeleton. Релиз в октябре, как обычно, каждый год Nike выпускают на Хэллоуин. Вот такие вот форсики. Были белые, черные, в прошлом году оранжевые, а вот теперь Purple. Задумываюсь о приобретении. Также напомню, что 30 сентября состоится релиз Air Jordan 1 High в расцветке прототип. Там будет немножечко рефлектива, если кто-то не знал. Ну а на лето следующего года запланирован релиз Air Jordan 1 High в расцветке Volt. Вот такой вот Volt, не знаю, актуален он до сих пор или нет, но выглядит неплохо, если именно так это будет все исполнено. Nike Dunk High Rebel получит новую расцветку Varsity Maze. И я не понимаю, что ее дрючат и вперед, и взад, потому что на данках она была, на Джорданах была, теперь Dunk High Rebel, потом давайте еще Монарки, в общем... Ой... Чё они ее не отпускают? Официальные фотографии всей расцветки NBA и Nike Dunk Low. Напоминаю, что здесь 3 расцветки под названием Чикаго, Никс и Бруклин Нетс. Вот так вот. Точной даты релиза вроде бы пока нету. Ну и, конечно же, главный вопрос сие видео: MAU VV1 или MAU VV2? Сложно, знаю, но постарайтесь написать в комментарии. А 28 сентября в продажу поступят новые Nike Dunk Low Scrap в расцветке University Red. Ну и, конечно, напоследок официальные фотографии Nike Dunk Low, Reverse, Meza, Orange. Релиз запланирован на ближайшее время. Но это были все новости за прошедшие 7 дней. Надеюсь, этот выпуск тебе понравился и был информативным, а возможно где-то даже полезным. Давайте теперь в комментариях писать ваши успехи, которые вы смогли взять на ресел или себе в коллекцию из кроссовок, либо какой-то одежды, типа, ну там вот... Шок-дроп для меня, по крайней мере, был на приложение Adidas, и я с Аксоса выкладывал в Instagram. Может быть, вы что-то взяли, либо Nike вам поперло, поэтому оставляйте все в комментариях внизу. Мне лично будет интересно почитать ваши успехи, потому что у меня что-то эта неделька, ну... такая себе. Ну и, конечно же, полезные ссылочки в описании. Еще раз повторюсь про бай. Переходи, пожалуйста, подписывайся, экономь. В общем-то, я стараюсь ежедневно. Но это все. Спасибо тебе за просмотр. Пока.